В Counter-Strike 2 вышло новенькое обновление, которое весит около 380 мегабайт, и в него добавили возможность сообществу создавать свои скины на брелки. Как это работает и для чего разработчики решили наконец-таки это сделать. Ну а также пройдемся по скрытым файлам. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hellstore выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, разработчики явно очень долго тянули с данным обновлением. И причин так полагать очень много. Начиная от того, что предпосылки появились еще с октября прошлого года, а заканчивая тем, что выходит оно только сейчас и под конец рабочей недели. Ну а теперь к сути. Как уже говорил ранее, разработчики добавили возможность создавать и публиковать свои скины для брелков в мастерской. Но есть один нюанс. Скины можно создавать только на сосископодобный брелок. Хотя, как вы знаете по магазину Арсенала, в игре существуют и другие виды брелков, которые имеют разные модели. А исходя из слитых строчек кода в инструментах по созданию скинов, предполагалось, что нам дадут возможность создавать не только текстурки, но и сами модели брелков. В принципе, тут, как всегда, ничего удивительного. Разработчики всегда строят много планов, а по итогу выходит совсем другая история, хоть и приближенная к тому, что задумывалось. И я как раз таки об этом вам рассказывал в прошлом ролике про Патруль. Однако, скорее всего, в будущем все же появится возможность создавать и модели тоже. Просто, как вы поняли, неспроста разработчики вдруг решили дать нам такую возможность. Ведь конвейер скинов простаивает, а магазин Арсенал как-никак должен пополняться новыми косметическими предметами. А откуда их брать, как не с мастерской в Стиме? Так что, ребята, дерзайте, рисуйте, создавайте. Ведь кто знает, может и вашу работу возьмут в игру. И я очень надеюсь, что вы оцените и мою тоже. Ибо когда брелков еще даже не было, я заранее нарисовал свой скин, когда демонстрировал, как будут выглядеть брелки в игре. Ну а также, помимо добавления возможности рисовать свои скины брелкам, разработчики обновили карту Basalt до последней версии мастерской. И, разумеется, обновили файлы локализации. Ну а в коде игры засветились новые переменные. Одна касается причины дисконнекта игрока. Скорее всего, в будущем появятся дополнительные уведомления на этот счет. Кстати, возможно, по этой причине появился новый баг, благодаря которому DM-сервера сейчас выключаются. Ну а вторая переменная касается высокого DPI. Имеется в виду чувствительности мыши. И я очень надеюсь, что это связано не с обычной настройкой мыши, а с нет-кодом, где скорость вашего DPI теперь будет фиксироваться между клиентом и сервером, что улучшит восприятие игры и нормализует попадание по врагам. Ну и напоследок, последние 3 обновления в игре были весьма мелкие. 2 из них даже не имели своего списка изменений. Однако одно касалось фикса багов, а во втором под шумок добавили новые сервера в Далласе. И это, как обычно, не то, чего мы ожидаем от CS2, ведь крупного обновления давно не было, а текущего крупного мейджор-турнира сейчас в игре также не будет в ближайшие месяцы. Ну а дыру, которая вызывает голодание без контента, все же надо как-то закрывать. Интересно, что же разработчики нам приготовят? И будет ли заранее анонсировано данное обновление? Или же прикол со вторым сезоном премьера — это лишь разовая акция? Что ж, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!